Сегодня я с вами буду вязать вот такие тапочки на войлочной подошве. Как связать мотивы, я записала последнее видео. Ссылка будет в описании под этим видео. Также все ссылки и схемы я публикую в своем телеграм-канале. Для вязания мотивов я взяла 7 цветов нити. Метраж в 100 граммах 250 метров. Вяжу крючком тройка. На один тапок необходимо связать 3 мотива. Войлочная подошва 38 размера. Если вам надо больше или меньше размер, то берите стельку для подошвы своего размера. Ширина моего мотива 11,5 сантиметров. Для 2 тапок надо 6 таких мотивов. Мне необходимо соединить между собой 3 мотива. Делаю соединение мотивов темно-зеленой нитью, крючком 1,75. Беру 2 мотива, соединяю только одну сторону. Соединяю эти мотивы соединительными столбиками на лицевой стороне, захватывая по одной внешней полупетли. Там, где соединение, это будет пятка. Нить обрезаю. Теперь к этим мотивам, которые соединила, присоединяю еще один третий мотив. Третий мотив – это мысок. Соединяю его с первым мотивом, так же, как соединяла перед этим 2 мотива. После соединения с первым мотивом, третий мотив перегибаю и соединяю его со вторым мотивом.
Нить не обрезаю, потому что этой нитью буду делать обвязку. На каждой стороне соединения по 19 петель. Делаю обвязку низа тапочек столбиками без накида. Беру в работу крючок 1,75. В начале ряда 2 воздушные петли. Потом столбики без накида в каждую петельку. Так обвязываю по периметру весь тапок. Можно делать обвязку в один ряд. Но если вам нужен больший размер, то сделайте обвязку 2 или в 3 ряда. Обязательно надо посчитать, сколько петель по низу тапка на мотивах. Столько же петель должно быть на войлочной подошве, которую буду делать дальше. В моем случае 136 петель. На одной стороне шестиугольника 16 столбиков без накида, плюс 1 центральный столбик. Соединительная петля во вторую петлю начальной цепочки из 2 петель. Нить обрезаю. Получилось у меня вот так. Следующий этап работы — это надо приготовить войлочную подошву. Обязательно отмечаю центральные дырочки пятки и мыска. Мне по периметру надо проколоть 44 дырочек. В каждую дырочку буду вязать столбики без накида. Всего надо в эти дырочки провязать 136 столбиков. По внешней стороне стельки должно быть 22 дырочки, по внутренней 20. Отметки для дырочек сделала. Буду приступать к обвязке. Беру крючок 1,75 и шила. Делаю дырочку в центре мыска. В эту дырочку вяжу 3 столбика без накида. Потом в следующую отметку вяжу 4 столбика без накида. Дальше в следующую дырочку вяжу 3 столбика без накида.
Так продолжаю вязать 18 дырочек по 3 столбика без накида. Предпоследнюю петлю до центра пятки вяжу 4 столбика без накида. В центр пятки провязываю 3 столбика без накида. Потом первую дырочку на другой стороне вяжу 4 столбика без накида. Далее по 3 столбика без накида, 20 дырочек. Предпоследнюю петлю до центра мыска вяжу 4 столбика без накида. Надо, чтобы совпадало количество петель по низу тапочек и количество петель, которые я провязала в войлочную стельку. Соединительная петля, первый столбик в центре мыска. Еще делаю соединительную петлю, центральный столбик в этой группе столбиков. Наглядная картинка в следующем кадре. Буду вязать стельку для тапок. Беру нить из старых запасов. Крючок тройка. Набираю 32 воздушные петли. Первую петлю не затягиваю. Первый круговой ряд. 2 воздушные петли подъема. 1 столбик без накида. Третью петлю цепочки. 17 столбиков без накида. Потом 13 столбиков с накидом. Последнюю петлю цепочки 7 столбиков с накидом. Это будет мысок. На другой стороне 13
столбиков с накидом. Семнадцать столбиков без накида надо вязать зеркально, как вязала с другой стороны. Последнюю петлю мне надо провязать 4 столбика без накида. Но я провязываю только 3 столбика без накида. Так как у меня в этой петле есть уже 2 воздушные петли, которые считаются как один столбик без накида. Далее соединительная петля во вторую воздушную петлю начальной цепочки из 2 петель. С этой стороны будет пятка. На пятке с начальной петлей 4 столбика без накида. Второй круговой ряд. 3 воздушные петли. Над каждым столбиком 30 столбиков с накидом до мыска, до полукруга. На мыске каждый столбик из 7 столбиков по 2 столбика с накидом. Провязываю 14 столбиков с накидом на мыске. Вяжу до пятки с другой стороны. 30 столбиков с накидом. На пятке вяжу так. Первую петлю нижнего ряда 2 столбика с накидом. Во вторую и третью по 3 столбика с накидом.
Четвертую, последнюю, один столбик с накидом, потому что у меня там есть 2 воздушные петли, которые считаются как один столбик. И соединительная петля во вторую воздушную петлю. Теперь буду вязать третий ряд. Третий круговой ряд. 3 воздушные петли, 30 столбиков с накидом. Довязала до мыска. Теперь вяжу по схеме. Сначала первый столбик, 2 столбика с накидом. Во второй двойной 1 столбик с накидом. Потом третий столбик, 2 столбика с накидом. Потом опять 1 столбик с накидом. Так чередую. Сначала в 1 столбик 2 столбика с накидом, а потом 1 столбик с накидом. На другой стороне вяжу 30 столбиков с накидом. На пятке первый столбик, 2 столбика с накидом. Потом 1 столбик с накидом. 2 столбика с накидом. Один столбик с накидом. Смотрите схему, как вязать на мыске и на пятке. В конце соединительная петля. В четвертом круговом ряду в начале 2 воздушные петли. Потом весь ряд вяжу столбиками без накида. Петли надо вязать свободно, не затягивать. Все, стелька готова. Можно было не вязать ее, а купить, кому как нравится. Вязаную стельку
Приклеиваю к войлочной подошве, так, чтобы она не двигалась. Беру крючок потоньше, 1,75. Соединяю столбиками без накида со стороны подошвы. Каждую петельку на войлочной подошве провязываю столбик без накида, захватывая стельку. Мне надо провязать 136 столбиков без накида. Это столько петелек получилось при обвязке войлочной стельки. В этом случае не обязательно, чтобы петли совпадали на войлочной подошве и вязаной стельке. Соединяю их так, чтобы было аккуратно. Нить отрезаю и прикрепляю к центральной петле пятки. Бортик начну вязать с пятки. Буду вязать бортик. Первый ряд. Крючок тройка. 3 воздушные петли. Столбики с одним накидом провязываю каждый нижний столбик без накида. Всего с 3 воздушными петлями должно быть 136 столбиков с накидом. 3 воздушные петли в начале ряда — это один столбик с накидом. Соединительная петля, третью петлю цепочки из 3 петель. 3 воздушные петли для перехода на следующий ряд. Вяжу выпуклый рельефный столбик с накидом. Делаю накид. Потом ввожу крючок с лицевой стороны под столбик с накидом предыдущего ряда. Обхватываю ножку и вывожу крючок на лицевую сторону. Захватываю рабочую нить, провязываю столбик с накидом. Следующий столбик будет вогнутый рельефный столбик с накидом. Делаю накид. С изнаночной стороны вывожу крючок на лицевую сторону, потом обхватываю ножку столбика с накидом и вывожу крючок на изнаночную сторону. Захватываю рабочую нить и провязываю столбик с накидом. Таким образом, я провязала изнаночный вогнутый рельефный столбик с накидом. Потом опять вяжу выпуклый рельефный столбик.
Чередую такие рельефные столбики до конца ряда. Как вязать такие столбики, есть отдельное видео на канале. Ссылка будет в описании к этому видео. Всего у меня получилось 68 выпуклых и 68 вогнутых рельефных столбиков. В конце ряда соединительная петля. 2 воздушные петли для перехода на третий ряд бортика. Третий ряд бортика обвязываю столбиками без накида. Это последний ряд. Следующий этап буду присоединять тапочки к подошве. Теперь мне надо соединить две детали: подошву и заготовку верхней части тапочек. Прикалываю булавками тапок к бортику. Работаю крючком 1,75. Привязывать буду соединительными петлями. Так я соединяла между собой мотивы. Начинаю с центра пятки. Вытягиваю петлю с бортика на верхнюю часть, закрепляю ее воздушкой на верхней стороне и по периметру со стороны верхней части соединительными петлями соединяю две части тапочек, нижнюю и верхнюю. Захватываю две крайние петли бортика и верхней части. Тапочки почти готовы, но обязательно надо сделать обвязку верха. Для обвязки беру крючок 1,75. Обвязку буду делать рачьим шагом. Начинаю с задней части тапок. Рачий шаг — это столбики без накида, но только в обратном направлении, слева направо. Если вам трудно делать такую обвязку, или вы не хотите такой обвязки, то можно обвязать просто столбиками без накида.
Следки я закончила. Спасибо за внимание. До скорых встреч!